Добрейшего времени суток, друзья! Вы смотрите это видео по одной простой причине. Хотите прилететь на Бали, но пока не знаете, сколько это стоит, какие нужны документы и какие могут возникнуть подводные камни. Сейчас все расскажу подробно, по полочкам, конкретно свой опыт. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь со мной. И я надеюсь, это видео будет полезным. Я расскажу также и о своих ошибках. Первое и самое главное, с чего хочу начать, это покупка билетов. Я осуществлял покупку билета в конце декабря, внимание, на 14 апреля, то есть за 3 месяца. Мой билет обошелся в 55 тысяч рублей из Москвы. Это Москва, Турция, аэропорт Стамбул и Денпасар, аэропорт Бали. Но это мой второй опыт покупки билета, так как первый оказался немножко плачевный. Рассказываю почему. Я открываю Aviasales, ничего против не имею этого сервиса, но я наткнулся на посредников Megatravel, которые продавали билеты за 36 тысяч рублей. Я, значит, загорелся, отличная цена, думаю, то, что мне надо. Как оказалось, зайдя в интернет и прочитав отзывы об этом посреднике, я ничего хорошего для себя не увидел. Все люди жалуются, очень плохой сервис, деньги возвращают, билеты не выписывают. Точно так же получилось и у меня. То есть этот посредник берет деньги якобы за билеты, но на самом деле в течение какого-то времени, наверное, пара часов, мне пришло ответное сообщение от этого посредника о том, что, извините, мы не смогли найти билеты на ваш рейс или места на ваш рейс, что-то такое. Первое, в чем хотелось бы предупредить вас, будущих покупателей авиабилетов, скорее всего, я бы рекомендовал это делать напрямую через авиакомпанию. Я летел Turkish Airlines, я, соответственно, покупал билет через официальное приложение или официальный сайт, но не через посредника. Если вы хотите поиграть в фортуну и покрутить своими деньгами, welcome. А если вы такой же путешественник, как и я, кто отдает свои последние трусы на авиабилет, я бы не рисковал. Покупал бы билет на официальном сайте авиакомпании. Лучше всего это делать. Не могу не сказать буквально несколько слов о полете через Turkish Airlines. В какой-то момент мне показалось, это жизнь идеальная. Потому что все, что ты делаешь, это спишь, слушаешь музыку или смотришь фильмы, на русском языке причем, и ешь. Это ли не песня, это ли не чудо? Действительно, у меня был 18-часовой перелет, 3-разовое питание, я никогда не ощущал чувства голода. Тапочки, очки для сна, все это предоставлялось. Полотенце, зубная щетка, паста. Единственный, наверное, минус покупки билета заранее, за 3-4 месяца, что в вашей жизни может все кардинально поменяться за это время, как случилось у меня. Очень много сплетен, слухов. Может быть, это действительно только сплетни и слухи, но хотели отменять визу по прилету. Соответственно, вместо $35 я бы заплатил $270 за визу, которая называется B211A. Но к этому вопросу мы вернемся чуточку позже. Обязательно проверьте свой заграничный паспорт, чтобы на дату прилета он у вас действовал еще хотя бы 6 месяцев. Возможно, у вас возникнет вопрос, стоит ли изучать английский язык. Я вам так скажу, для себя было бы неплохо какие-то английские слова выучить ради личного комфорта, потому что здесь во всех заведениях работают исключительно местные, то есть локалы. И даже они на самом деле не все знают английский язык. Чем хуже заведение, какая-то там забегаловка, они в основном говорят все на индонезийском. Чем это кафе более популярно, имеет сеть на Бали, они хорошо знают английский, поэтому решать вам. Пункт номер 2 – это поиск жилья. Я не рекомендую также за 3 или за 4 месяца бронировать его, потому что, как показывает практика, тут его предостаточно. Вы можете найти свои райские апартаменты в телеграм-чатах, на букинге, на фейсбуке. Лично я забронировал через Airbnb, потому что этот сервис дает хорошую скидку, если ты бронируешь на 1 месяц. Если 2 недели, это одна цена.
месяц уже будет дешевле. Что касаемо букинга, он дает право забронировать жилье без предоплаты, что на самом деле для российских туристов очень актуально, так как наши российские карты здесь не поддерживаются. Мое жилье обошлось $300, я поселился в центре Букита, это, можно сказать, Улувату. То место, где я живу, это скорее пляжная история. Тут в хорошей доступности пляжи. 5-10 километров, и ты уже лежишь на песке, загораешь под солнцем и купаешься в Лазурном океане. Пункт номер 3 – это обратный билет. Если вы летите, как и я, без него, то есть у вас рейс в один конец, то вам необходимо купить бронирование обратного билета. Это я сделал через сервис Купитрip, стоило 699 рублей. Выбрал я Куала-Лумпур, Малайзия. То есть вам необходимо предоставить бронирование обратного билета в третью страну, то есть что-то за пределы Индонезии. Малайзия, конечно же, подходит. Но если вы летите просто в отпуск на 2 недели, то вам это не нужно. Этот пункт не для вас. У вас и так есть обратный билет в вашу страну, в Россию или куда-либо, откуда вы приехали. Вопрос: на какое число должна быть бронь обратного билета? Отвечаю. Если у вас виза по прилету, то, соответственно, бронь должна быть не более чем через 30 дней. То есть, грубо говоря, вы прилетаете 5 мая, ставят вам визу до 5 июня. Покупайте бронь обратного билета приблизительно на 2, на 3 июня. Возьмите запас хотя бы 1-2 дня. Плавно и очень органично мы подошли к вопросу визы. Я оформлял визу по прилету. Она стоила $35. Все это делается в аэропорту. Есть и второй вариант оформления онлайн. Не могу ничего сказать, не знаю. Что вам дает виза по прилету? Вы сразу можете находиться в стране 30 дней. Потом, если хотите продлить, это стоит 500 тысяч индонезийских рупий, приблизительно также $35. И вы сможете продлить ее еще на месяц. В общей сложности легально вы сможете находиться в стране 60 дней. После чего вам необходимо вылететь в третью страну, о чем я говорил буквально 1 минуту назад. Есть и другой вариант визы, она называется B211А или не А. Надеюсь, я понятно объяснил. Она вам позволяет находиться в стране 60 дней. Далее вы можете продлить эту визу дважды, также по 60 дней. В общей сложности полгода вы находитесь и ничего, и никаких бед не знаете. 5-й пункт – это валюта. Вообще, что сюда привезти? То ли тут можно рублями оплачивать, то ли долларами. Для меня, на самом деле, это тоже был вопрос. Объясняю и рассказываю. В России меняем российские рубли на доллары. Приезжаем сюда с ними. И здесь очень много, просто масса обменников, где вы можете поменять доллары на местную валюту. Сразу хочу предупредить, тут измеряется все в десятках, в сотнях тысяч, и я не рекомендую менять все деньги, которые лежат у вас в кошельке, на местную валюту, потому что вы получите вот такую котлетину и будете с ней ходить. Вы где-то можете выронить, у вас где-то могут украсть. Также будьте внимательны, потому что это бедная страна, здесь хотят люди хорошо жить, и не всегда честным способом. Вот о чем я. Поэтому я не рекомендую менять сразу все деньги. Да и потом курс может быть очень таким волатильным. Сегодня вы менее выгодно поменяли, завтра может быть более выгодно. Пункт номер 6 – это прививка. Вот на самом деле, возможно, к моменту, когда вы смотрите это видео, уже точно не нужна вакцина. Но я в своем путешествии распечатывал сертификат, я делал ее 2 года назад, то есть тут подходит российская вакцина двухкомпонентная, срок ее годности не имеет значения. В московском аэропорту у меня проверяли эту вакцину, также проверяли приложение, то, которое Пидули Линдунгли. Очень сложно. Мне кажется, индонезийцы специально его придумали, чтобы угорать над туристами. Да. Это приложение уже со временем переименовали в другое. В общем, там были какие-то проблемы с регистрацией. Я распечатал свой сертификат и понадеялся на удачу, что мне повезет. Возможно, сейчас вообще не спрашивают вакцину, потому что, если я не ошибаюсь, у меня ее смотрели только в Москве. В Турции, в Денпасаре, по-моему, этого не делали. И вот, друзья, спустя все эти мероприятия, операции, вы наконец-таки прилетели, вы в Денпасаре. И на самом деле я хочу вам сказать еще кое-что.
я могу уже вас поздравить, но есть пару нюансов. Сначала вам ставят визу. После того, как вы сошли с трапа самолета, вам должны поставить визу. Если вы платите долларами, то вам сдачу выдадут местной валютой. Уже у вас будет какая-то часть денег, которые вы сразу при выходе можете расплачиваться на Хеннесси и девочек. Далее вы проходите паспортный контроль. Лично у меня была большая очередь. Я пролетел вечером в 7 часов. Очень много народу было. Отстояли, наверное, минут 30. После чего перед вашими глазами будет такая толпа, лихорадочно сканирующая QR-код какой-то. Не советую ее игнорировать. Также сканируете этот QR-код. Он вас выведет на сайт, где необходимо заполнить декларацию. Без нее вас не выпустят из аэропорта. Это декларация о той технике, которую вы привозите в страну. Ноутбуки, фотоаппараты, объективы. Я, честно, туда ничего не вписывал. То есть никаких данных о той технике, которую я привез. Единственное, что я заполнил, необходимо вам знать номер бронирования своего жилья, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, в общем, все эти нюансы мероприятия, как и везде. Ну и на закуску, друзья, вот прям на самое завершение, скачайте приложение Maps.me. Пока у вас нету сим-карты, первый день, может быть 2, оно вас выручит. Вы по нему сможете ориентироваться по городу. Когда вы купите местную сим-карту, вы уже сможете заказывать такси и пользоваться более удобным сервисом, таким как Google Maps. Но до этого времени вы, по крайней мере, сможете сориентироваться, где здесь хорошо можно покушать, может быть, сходить на массаж и так далее. После перелета это очень актуально. Спасибо за просмотр. Надеюсь, мой опыт был вам хоть как-то полезен. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Открывайте мой инстаграм, чтобы следить за мной в реальном времени, наблюдать за жизнью на Бали. Я до сих пор здесь. Вчера, кстати, был ровно месяц, как я прилетел сюда. Я очень готовился к этому видео. Я болел. Был большой перерыв, но сегодня я снова с вами. Покажу вам красоту, напротив которой я сижу. Вы только зацените. Это мой материал. Я к выпуску готовился. Я очень ответственный. И океан. Посмотрите, просто какой чудеснейший вид.